Всем привет! И сегодня мы знакомимся с низкобюджетным ноутбуком от компании Asus. Это VivoBook, модель его X505BA. Все его характеристики представлены на этой экране на русском языке. И здесь есть на английском. Английский вариант. Он достаточно легкий, не более 2 кг веса, поэтому давайте приступим к распаковке и знакомству с этим низкобюджетным ноутбуком. Погнали! Поскольку ноутбук я покупал женщине, акцент делался также и на привлекательный внешний вид. И в отличие от модельного ряда брендов HP, Acer, Lenovo, Dell, корпус этой модели выигрывает дизайном, стилизованным под металлическую поверхность темно-серого и светлого алюминия. Он упакован в картонный чемодан, с внутренней стороны крышки которого красуется рекламный лозунг «В поисках невероятного». Невероятно, я нашел интересный вариант ноутбука для учебы и интернет-серфинга за $333. Ноутбук комплектуется гарантийным талоном от интернет-магазина NoteBuy, в котором указана цена за устройство 665 белорусских рублей, несколькими инструкциями на различных языках, компакт-диском с фирменными драйверами для Asus, рекламной брошюрой фирменного сетевого оборудования и гарантией от изготовителя. Для установки программного обеспечения с диска потребуется внешний дисковод, так как встроенным ноутбук не оснащен, как и большинство моделей последних лет. В отдельном отсеке помещен компактный блок питания с евровилкой на 19 вольт током 2,37 ампера. Его корпус изготовлен из черного глянцевого пластика с логотипом производителя. Модель и тип на экране. Длина кабеля с круглым коннектором 2 метра, что позволяет комфортно использовать ноутбук в стесненных условиях. За такие скромные деньги ноутбук выглядит шикарно. Его корпус стилизован под обработанный металл, хотя целиком пластиковый. На момент видеообзора в конце 2018 года я намеренно не рассматривал подобные модели 2017 года выпуска, хотя они еще широко представлены на рынке Беларуси и весьма актуальны. Поскольку в бюджете ограниченным $350, мощного процессора я не получу точно, графический процессор, как правило, встроен, объем на оперативной памяти 4 ГБ, при этом я рассматривал интерфейс DDR4 и LPDDR4, матрица дисплея TN плюс фильм с малыми углами обзора. Приоритетами для выбора служили размер матрицы 15,4-15,6 дюйма и Full HD разрешение, желательно матовое, наличие хоть какой-то веб-камеры и встроенных микрофонов, модулей Wi-Fi и Bluetooth, не самой старой версии, не менее 3 портов USB и хотя бы одного из них типа 3.0 и картридера. Кстати, вот выбранный мной фильтр моих требований сразу сократил выбор до 2 моделей и только одного производителя, конечно же, это Asus. Понятно, что большого объема памяти за этот бюджет на SSD накопителе я не получу однозначно, поэтому я рассматривал аппараты только с жестким диском. И тут представленные на рынке ноутбуки HP, Lenovo и некоторые модели Asus, большинство моделей оснащены винчестером объемом всего 500 ГБ. А вот терабайтом оснащены только ноутбуки Asus. Это модели X507MA EG012, EG113 на процессорах от Intel N5000 и N4000 соответственно, и встроенные графики Intel UHD Graphics 605 и 600 соответственно. В итоге выбранная мной модель X505BA EG163 имеет следующие приоритеты в сравнении с моделью того же бренда X507MA EG012. Максимальная частота процессора AMD A6 9220 2900 МГц. Правда, при этом возрастает потребляемая мощность с 6 до 15 Вт, что потребовало установки активной, более шумной системы охлаждения с кулером.
Ну и соответственно более емкой батареи на 42 Вт-часа, а не на 33 Вт-часа. Более шустрая, чем Intel UHD Graphics 605, ну, примерно в 3 раза, видеокарта AMD Radeon R4 с поддержкой DirectX 12. Bluetooth модуль версии 4.2, а не 4.1. 1 гигабитная сетевая карта, а не 100 мегабитная. Скоростной Wi-Fi модуль 802.11ac, а не 802.11n. И аж 4 USB порта, из которых 2 USB 2.0, 1 USB 3.0 и 1 USB Type-C. Но при этом данный ноутбук потерял отдельный блок цифровых кнопок на клавиатуре. Ну а теперь предлагаю знакомиться с ноутбуком ближе. Вес его заявлен 1690 грамм, он компактный, тонкий, толщиной всего 2,5 см, немного толще внешнего хард-диска. И сравним с кожаной папкой для бумаг. Темно-серая верхняя сторона крышки отсвечивает подобно металлу и имеет текстуру, похожую на сотый. В центре серебристый логотип. Спереди для подцепа есть тонкий козырек. Нижняя поверхность темно-серая, матовая и очень маркая. Единственно только она собирает все отпечатки пальцев. На ней есть 4 резиновых упора, решетка для подачи воздуха, вклеен стикер с параметрами, и в передней части есть 2 решетки, за которыми кроются динамики. Они расположены по бокам, по углам и разнесены довольно так хорошо. Аккумулятор, оперативка, винчестер недоступны для оперативной замены и апгрейда, так как все находится под общей крышкой, которая держится на 11 винтах и защелках по контуру. Из-за его небольшой толщины понятно, что пластик корпуса тонкий, корпус прогибается, особенно посередине от дисплея, где расположена с обратной стороны решетка для выхода воздуха от кулера. Ноутбук легкий, при открывании крышки нужно удерживать нижнюю рабочую поверхность. Выигрышно смотрится экран, поскольку рамки у него тонкие, он матовый и Full HD разрешение. Но используемая в нем матрица TN плюс фильм проигрывает малыми углами обзора. Качество картинки приемлемое, вроде как и баланс белого на месте. В верхней части рамки установлены простенькая веб-камера разрешением всего 0,3 мегапикселя и зачем-то 2 микрофона, но отверстий почему-то 3. Разрешение камеры, конечно, низкое, но она есть и можно общаться в скайпе. Под экраном нанесена неприметная гравировочка имени бренда. Клавиатура с кириллицей расположена на стандартном своем месте, но несколько утоплена. Кнопки темно-серые, их поверхность матовая и похожа на только что уложенный асфальт. Ход кнопок стандартный, мне было печатать удобно. Единственный такой момент – значки нанесены как бы стикерами и, возможно, подвержены легкому затиранию. Тачпад расположен спереди, он стандартного размера, серебристый, матовый. Его особенность в том, что левой кнопкой может служить сильное нажатие на всю поверхность тачпада, а вот за правую кнопку отвечает только соответствующая зона. Тачпад поддерживает рукописный ввод, с его помощью можно рисовать, как на графическом планшете. Сама рабочая поверхность вокруг клавиатуры имеет круговую перфорацию, которая начинается слева и справа в местах стандартного размещения динамиков в большинстве ноутбуков, а спереди поверхность стилизована под шлифованный серебристый алюминий. Отпечатков она не собирает, это good. Слева на ней вклеен рекламный стикер с процессором AMD A6, справа хвалебные лозунги о скоростном Wi-Fi модуле, емкой батарее питания, тонких рамках экрана и наличии HDMI разъема. VivoBook позиционируется как мультимедийная линейка ноутбуков Asus. Они оснащены звуковой системой Sonic Master, о чем говорит гравировка под экраном. Здесь установлено 2 небольших динамика с пленочными диффузорами под решеткой на нижней стороне. Но при этом звук не перекрывается, он неожиданно громкий и чистый. Слышится четкое разделение по каналам. Мы не похожи. Ты ничтожество. Ты убиваешь женщин и детей. Именно! Да клянусь тебе, что не знаю. Стой, не надо. Я вычислю их, когда они еще взорвут бомбу. Сабвуфера нет и по низким частотам звук проигрывает.
Нормально, вот высокие, чистые. Диалоги в фильмах звучат четко. Разделение по каналам есть. Низов не хватает, правда. Но звук меня порадовал здесь. Неправ был Нотик в обзоре подобной модели. Он сказал, что звук тут хреноватый. Ну, смотря с чем сравнивать. Но есть возможность подключить внешнюю проводную или беспроводную акустическую систему, гарнитуру через Bluetooth 4.2 или совмещенный со входом микрофона разъем мини-джек, ну как в смартфоне, размещенный на правой грани ноутбука. Здесь также видим картридер под формат SD, два порта USB 2.0 и кенсингтонский замок. Картридер принимает полноформатные SD-карты, и он без фиксирующего элемента, карта целиком в нем не скрывается. XD карты для фотоаппаратов в него не входят. На левой грани размещены вход-адаптер питания, LAN-порт, HDMI, USB 3.0 и USB Type-C. Передняя грань тонкая и пустая. HDMI-порт позволяет подключать к ноутбуку внешний монитор или телевизор. Используется два светодиода для индикации питания от сети и от батареи. Для включения ноутбука нажимаем кнопку со встроенным светодиодом белого освещения, которая размещена в верхней строке клавиатуры справа. С начинкой ноутбука можно ознакомиться в BIOS, который стандартно вызывается кнопкой F2 в первый момент включения. Кнопка F7 переводит в расширенный вид. Загрузка 64-битной системы Windows 10 Pro происходит всего за 35 секунд. Ноутбук оснащен хард-диском Seagate Technology объемом 1 терабайт. Его скоростные параметры представлены на экране. Этот винчестер проигрывает в скорости обмена данными малых объемов, но подобными винчестерами оснащена вся линейка бюджетных ноутбуков. Здесь выигрыш только в объеме памяти. Данный ноутбук годится для учебы, набора текста, интернет-серфинга. Можно поиграть в предустановленные в систему игры, такие как Косынка, Паук. World of Tanks Blitz при следующих настройках графики поддерживаются значения. Пинг около 40 и FPS 60. Видеоролики в разрешении 4К 30 кадров в секунду еще воспроизводит ноутбук, а вот уже 60 кадров в секунду видео подтормаживается и прерывается воспроизведение звуковой дорожки. Реальная емкость встроенной аккумуляторной фирменной литий-ионной батареи соответствует заявленной 42 Вт-часа. Имеется светодиодная индикация, мигающий красный светодиод на торце, звуковое оповещение и уведомление на экране при низком уровне заряда батареи. Зарядка от штатного блока питания осуществляется в течение 3 часов. Цвет светодиода меняется с красного на белый. Расчетное время работы 5 часов 42 минуты. В настоящих условиях это время сокращается часов до 4, но не 8, как пиарит изготовитель. В этом моменте ноутбук такой стандартно посредственный. При бюджете, ограниченном $350, ноутбук Asus X505BA EG163 вполне оправдывает свою цену. Ссылка на него в описании. Ну а я с вами прощаюсь до следующих видосов. Буду рад новым подписчикам. Пока, увидимся.